Всем привет! Это мое видео, и сегодня, исходя из опыта длиной в год, я хочу поговорить о стране, которую мы выбрали для жизни. Но, кажется, зря. Ладно, я люблю закинуть интригу. Все действительно не так просто, но об этом давайте по порядку. Что мы знали об Аргентине несколько лет назад? Танго, Наталья Рейра. И что? Никто тебе все равно не поверит. Месси, Аргентум, в смысле серебро, и, кажется, это все. А Аргентина на самом деле куда шире и масштабнее. Во-первых, Аргентина – это невероятная и совершенно уникальная история создания этой страны с ужасающе тяжелыми политическими репрессиями, породившими народные движения, которые объединили и объединяют аргентинцев. Во-вторых, это экономические взлеты и величие, а также прославившие страну на весь мир кризисы и дефолты, сумасшедшая инфляция, но однажды Аргентина станет great again, и я в это верю всем сердцем. Следующий пункт – это Мальвинские острова, которые стали яблоком раздора между Аргентиной и Великобританией. Это острова, вызывающие многолетние споры об их принадлежности, которые Аргентина считает по праву своими. И повсюду в стране вы будете видеть упоминания этих островов и Мальвинской войны. Конечно же, Аргентина – это восхитительная природа, великолепные ландшафты, уникальные природные точки, упоительные места. Дух захватывает от этого вида. Огненная земля, край света, ребята! Настоящее чудо света – водопады Игуасу. Аргентина – это точно лучшее в мире мясо. Футбол – это не только Месси. Футбол здесь – это религия. Мате – один из традиционных напитков, без которого ты просто никогда не будешь аргентинцем. И люди, самые классные люди на земле, правда. С этого и начнем, с самого жирного и самого огромного плюса этой страны. Аргентина по праву является самой гостеприимной страной в мире, потому что когда-то ее история началась с лозунга «Править значит заселять». Именно с этого когда-то началась Аргентина, с политики привлечения иммигрантов. Поэтому каждый здесь либо иммигрант, либо потомок иммигранта. В Аргентине нет понятия «свой» или «чужой», потому что Аргентина – это дом для каждого, кто хочет здесь жить. Вайб аргентинца – это часами пить мате и вести долгие разговоры. Вайб аргентинца – это опоздать на работу, потому что утро было слишком хорошее, а кофе по пути на эту работу слишком вкусный. Вайб аргентинца – это часами разговаривать с консьержами, водителями, соседями, продавцами. Вайб аргентинца – это танцевать посередине улицы и громко петь в своих наушниках, как будто бы тебя никто не слышит. И если бы меня попросили описать аргентинца одним предложением, я бы сказала, что это свобода быть собой и наслаждаться жизнью. А вот с недвижимостью здесь действительно все не так просто. Мы, например, год уже квартиру сменить не можем. А все потому, что дорогие услуги риэлторов, необходимы гарантии, приведи 2 друга, которые точно подтвердят, что ты будешь платить. Квартиры в основном сдаются пустыми. А если ты хочешь переезжать по стране, то заселять эти квартиры, обставлять эти квартиры достаточно сложно. Да и выбор здесь достаточно маленький. Это тебе не на сайте в Икее что-то заказать. Да и подрядчики в Аргентине не самые надежные, потому что могут переносить часто на завтра, не выполнять свои заказы, просто не приезжать, забывать или привозить мебель с браком. Поэтому так и живем. Проблемы с мебелью и маленький выбор связаны еще с тем, что в стране задушен импорт, поэтому ввезти из России или из какой-то другой страны мебель тоже не получится. Ну, конечно, на самом деле все упирается в деньги. Если есть деньги, то в принципе найти можно что угодно, где угодно и как угодно. Импорт. Импорт реально в стране задушен налогами. Все возимое облагается налогом, поэтому здесь нет брендов, поэтому здесь сложно что-то купить. И новый президент обещает снять эти ограничения, обещает открыть экономику, открыть импорт. Посмотрим. Для нас основной проблемой в том, что импорт закрыт, является техника, потому что техника требует покупки комплектующих, техника ломается, технику необходимо обновлять, что-то докупать дополнительное, когда появляется возможность. А здесь это просто невозможно сделать, потому что все стоит втридорога. Любой проводочек с Алиэкспресс за 700 рублей здесь будет стоить 1005, не меньше, и это, конечно, очень плохо. И даже посылки, которые мама отправляет мне из России,
здесь облагаются налогом. То есть она мне пересылает мои же вещи, книги Ильи, может быть, какие-то подарки на день рождения. И за все, что платит она в России, в том числе она платит за доставку этой посылки в Аргентину, мы платим здесь тоже. То есть мы, получается, за эти посылки платим дважды. И это, конечно, сильно раздражает. Президент ввел ряд экономических мер, которые повлекли за собой офигительно большой рост цен. Цены на все в одночасье выросли в 2, а то и в 3 раза. Это очень тяжело морально, потому что когда ты идешь в магазин вечером и покупаешь там сыр условно за 350 рублей за килограмм, а утром ты приходишь в этот же магазин, и этот же сыр в этом же магазине, в этой же упаковке стоит 700 рублей за килограмм. Это очень тяжело. А дальше, я думаю, будет продолжение этих шоковых мер. И, скорее всего, президент будет урезать расходы бюджета на бесплатную медицину и бесплатное образование для всех. Сейчас это действительно так, но бюджет не вывозит. Мы успели воспользоваться и бесплатной медициной, попробовать бесплатное дошкольное образование для сына. И это реально круто. Что с этим будет дальше, покажет время. Транспортная система в Аргентине, я тоже думаю, что существенно изменится. Как минимум подорожает весь общественный транспорт, потому что сейчас он, правда, очень дешевый. Система междугородних автобусов и поездов организована хорошо, это очень удобно. Но в то же время система городского транспорта организована слабовато, потому что, например, у нас в городе Ла-Плата ты можешь доехать на общественном транспорте не везде. Однако, повторюсь, все очень дешево. Поездка на таком автобусе может обойтись вам 5-7 рублей. Это классно. И думаю, что таких дешевых цен больше не будет. Аргентинские цены. Молоко 75 рублей, это самое дешевое. Овсянка 150 рублей. Франуи, это 150 граммов ягод малина в шоколаде, 350 рублей. Такое лакомство. Бич, самый стрёмный бич вообще, самый дешевый, самый убогий бич. 150 рублей, 1500 песо. Бичика захотелось бы. Хлеб, вот этот херовый, невкусный хлеб из-под а херовый, вот этот самый херовый хлеб, 250 рублей. Масло 170 рублей. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как там у вас дела с ценами. Ладно, на самом деле, где сейчас жить дешево? Нигде. Сейчас курс более-менее выровнялся, и поэтому цены немножечко поменялись, если их переводить в русские рубли. Но для Аргентины это действительно достаточно много. Вы спросите, как выживают люди при условии, что цены выросли сразу же в 2 раза. Этот момент предусмотрели, и сейчас все пособия, все выплаты, которые получают граждане, увеличены тоже ровно в 2 раза. Однако у нас никаких пособий нет. Сейчас курс балансирует, немножко выравнивается, поэтому ситуация уже полегче. Я думаю, приблизительно к апрелю мы уже придем к какому-то балансу и пониманию того, каков уровень жизни в Аргентине и какие здесь цены. Пока это волатильность, и она понятна, эмоциональная реакция рынка на какие-то нововведения, все сразу же повысили цены, а вдруг что, а на всякий случай. Это результат действия свободного рынка, в котором нет регуляции цен, в том числе в супермаркетах. Я думаю, что, скорее всего, это выровняется. Это нормально. Так что будем посмотреть. Для самой страны изменения, которые сейчас происходят, необходимы. Так точно дальше продолжаться не могло. И поэтому я верю, что все наладится, все выровняется, найдется какой-то баланс, и у страны будет все в порядке. А мы-то уж точно совсем разберемся. Как бы. А работать-то мы сегодня будем? Нет. В смысле нет? Так мы бастуем. Выглядит так, как будто ты просто сидишь с матой и кайфуешь на балконе. Так в этом весь смысл аргентинской забастовки. Пей, кушай, кайфуй. Ясно. Правительство Аргентины объявило о новых строгих правилах против протестов. Это связано с волной недовольств на фоне экономических корректировок в стране. Накануне правительство заявило о девальвации валюты, сокращении субсидий на транспорт и энергетику, а также увольнение государственных служащих. Новые правила запрещают протесты, которые могут привести к блокировке дорог, перекрытию транспортных магистралей. В день выхода этого видео в Аргентине происходит самая масштабная забастовка
ever, потому что протестовать будут абсолютно все сферы. Это и общественный транспорт, и авиакомпании, и промышленные предприятия. Говорят, что даже коммерция в лице супермаркетов присоединится к этому протесту. За что борются? Да, в принципе, так толком никто объяснить ничего не смог. Сейчас происходят разные перетрубации с точки зрения работы профсоюзов и их обеспечения. И так как в Аргентине сильные профсоюзы, они все решили выйти на забастовку. Люди хотят показать свои зубы, показать свое недовольство тем, что происходит сейчас. Такое ощущение скопившегося напряжения в стране в ходе всех резких и шоковых изменений, которые им предложил новый президент. Поэтому в день выхода этого видео мы, естественно, не планируем никаких мероприятий, заранее закупаемся продуктами, никуда не ходим, никуда не уезжаем далеко со своего района. Больше всего, я думаю, беспорядков будет в Буэнос-Айресе, особенно в центральной его части. Думаю, что у нас будет более-менее тихо и спокойно, однако я думаю, что люди присоединятся к протесту и, скорее всего, у нас тоже будет все закрыто. Условно, банки планируют работать только до 12 часов, транспорт не будет ходить, аргентинские авиакомпании прекращают авиасообщение на какой-то промежуток времени, служба уборки мусора тоже работать не будет, так что думаю, что будет небольшой хаос. В общем и целом, да, Аргентину сейчас действительно шатает, и мы находимся в эпицентре всех этих событий, потому что мы тоже переживаем и экономические кризисы страны, и экономические взлеты, пусть они пока и очень такие неуверенные и небольшие. Я лишь предполагаю какие-то изменения, которые грядут. Люди этого хотели, люди хотели перемен, но перемены, особенно когда страна находится в таком тяжелом положении, по-другому происходить не могут. Тут дипломатический способ уже не поможет. Здесь нужна революция. Но что будет в результате этой революции, мы сможем увидеть только в течение времени.